Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня на обзоре новая посылка. Посылка с интересными банкнотами. Уже я ее еще не пересматривал, уже глазами вижу, что пойдет в коллекцию. Потому что есть классные экземпляры и прямо подряд. Они реально классные. Поехали. 20 рублей Латвии. Ничего в этой банкноте нет раритетного, кроме того, что дешево достать банкноту в идеальном состоянии просто нереально. Есть несколько продавцов, по-моему, Китай и Таиланд, где есть UNC, но они хотят, я не помню, то ли 20 евро, то ли вот такие деньги. Эта банкнота, конечно же, досталась намного дешевле. Я с удовольствием ее покладу в коллекцию. Это 90-е года, Латвия. Эта банкнота попадет в коллекцию больше из-за того, что я так хочу, она мне нравится. Какой-то серьезной инвестиционной ценности я не вижу. Хотя я ее взял дешево и как минимум быстро ее реализовать я смогу за 2 икса. Ну, не ради этого мы здесь собрались, правильно? Чтобы все превращать обязательно скажем так, в платежные средства. Сказать деньги это неправильно, оно все деньги, но именно в платежные средства. 10 крон Швеции, 83 год. Когда-то я выиграл лот, у меня были они все погодово. По-моему, с 70 какого-то года до 86-го, могу ошибаться. И все были UNC. Я их потихонечку продал, потому что в них нет особенной инвестиционной ценности. Коллекционная привлекательность, ну, знаете, такая себе. Ну, не очень она мне заходит, эта банкнота. Посмотрите видео, есть несколько видео назад, 3 или 4. Я в коллекцию положил 2 банкноты по 10 крон. Ну, там реально красивые банкноты, по-моему, 60-х годов, что-то такое. Там действительно банкноты достойные. Дальше, Уругвай. Обыкновенные дешевые банкноты, ну, относительно, да, того, о чем мы ведем речь, мне просто нравятся. Здесь 93-96, они не подряд, не consecutive, но тем не менее одна из них точно пойдет в коллекцию. Я собираю Уругвай, серия А, может даже 2 их оставлю, они дешевые, я не помню, 2 или 3 доллара банкнота. Но состояние UNC и мне нравится. Вот не знаю, здесь во мне говорит коллекционер. Не знаю, ничего другого я не могу добавить, рассказывать про то, что они там какие-то раритетные, еще что-то я не буду, это неправда. Чили. Эта банкнота тоже UNC, она у меня есть в коллекции. Банкноту приобрел чисто из коммерческого интереса, потому что банкнота продается. Вот, и на ней можно хорошо заработать. Банкнота мне нравится, Чили тоже я собираю, тоже у меня есть коллекция. 1 пиастр в то время, когда он ходил, когда эти деньги ходили в Камбодже, Лаосе и Вьетнаме. Вот здесь и написано Камбоджа, ду Лаос, ду Вьетнам. Серия А, то есть просто конфетка. Есть чернильные пятна. Меня за эти деньги не смущает, потому что под 100 евро отдать за банкноту я не готов. А вот один донг, 1 пиастр, то есть как кто его называют. Вот есть уне пиастра и надпись 1 донг. То есть я так понимаю, кто на каком языке читает. 1 франк Бельгии, 1920 год. Банкнота в коллекцию. Здесь она жирная. Выпачкана каким-то маслом техническим. Я думал сначала, что это клей, но это не клей. Она не клееная, она выпачкана жиром. Именно из-за этого я ее взял очень дешево. Эта банкнота яркий представитель банкнот мелкого номинала, когда мелкий номинал стоит сумасшедших денег. И из этих годов 1 франк вот этого 20 года
Он стоит, если не ошибусь, в раза 4 дороже, чем 20 франков 1932 года. И они такие побольше, возможно, как-то попадутся, я вам обязательно их покажу. Это банкнота в коллекцию, это продаваться не будет, потому что этот 1 франк, он мне попался впервые за бог знает сколько. Стопы сета с Испанией. Испанию я собираю. Смотрите предыдущее видео, где я засветил альбом. У меня есть много Испании. Именно эта банкнота, если я не ошибаюсь, она у меня в плачевном состоянии. Здесь банкнота чистый экстра файн. Есть изгиб, но она беленькая. И сейчас я вам скажу, она не выбеленная. То есть вот эти края банкноты, они именно видно, что они идеально ровные. Когда банкноту выбеливают, выглаживают, выдавливают, значит, она приобретает вот такой, знаете, какой-то выпуклый формат, или волнами идут по периметру, идет банкнота. Не всегда это видно прямо на глаз, но в моем случае я сейчас смотрю на лампу, вам не видно, а я смотрю на лампу, и если бы она была выбелена и вытерта, то было бы видно. Поэтому, скорее всего, могу ошибаться, но она пойдет в коллекцию опять же. Следующая банкнота в коллекцию. Однажды я купил лот этих 10 марок в Финляндии. Они все практически были в плачевном состоянии. И сейчас вот я взял в очень хорошем состоянии. Изгиб есть, но банкнота чистая, идеальная. И она уйдет в коллекцию. Это 1986 год, 10 марка. Вот, пожалуйста, вам Бельгия, 23 год. 5 франков. До этого у нас был 20 год. Вам для сравнения, смотрите, насколько 1 франк меньше. Я просто показываю, ни на что это не влияет, просто так для интереса. Уголок немножко загнут. Банкнота ВФ, и посередине есть дырочка. Ее, возможно, не видно сейчас на экране. Вот какие-то надписи карандашом. Карандаш мы уберем. У меня нет такой банкноты в коллекцию, поэтому даже в таком состоянии она уйдет. Продавать ее сейчас там 15-20 евро ставить я не хочу. Как я уже выразился, это же не за это мы боремся. Тоже банкнота в коллекцию. 100 марок. Finance Bank. Финляндия получается, если я не ошибаюсь. Серия АВ. Год я вам не скажу, я не вижу, а год по памяти, к сожалению, я не помню какой. Но я ее брал для коллекции, я точно помню, потому что в хорошем состоянии такая банкнота дорогая. Я увидел эту, сейчас уголки сразу выпрямим. Я увидел эту, да, вот она здесь сложена, переложена, но я ее взял. Банкнота мне нравится. Ничего такого особенной художественной, архитектурной, всех ансамблей здесь нет на ней, но она мне нравится. 1 Заир, банкнота Заира. Не собирал я Заир, этот выпуск, но мне начали попадаться 1, 5, 10 Заира. И я начал, скажу вам, присматриваться. Такие, в принципе, красивая банкнота, такая большая. Вот мне нравится. Мне нравятся очень-очень масенькие банкнотки, еще меньше, чем Нотельгейты. Вот мне нравится Франция, Первая мировая война, до Первой мировой войны. И вот такие огромные. Видите, она почти ладошка, даже больше. Поэтому я решил, наверное, буду собирать. И я вот взял себе вот такую UNC банкноту. И с этого мы начнем, скажем так, наш поход в Заир. Дорогие друзья, на этом у нас все. Мы посмотрели эту посылочку полностью. Я вас попрошу подписаться обязательно, прокомментируйте, как вы считаете. Знаете что? Мне понравилось то, что люди все-таки услышали вот в предыдущих видео
Я попросил дать свою оценку 100 песетос, какую оставить. Мне реально приятно, что люди пишут свое мнение, а, дают совети, і ну как-то ты начинаешь уже, кажучи українською мовою, вагатися. То есть такое вроде ты принял какое-то свое решение, а люди говорят: да нет, вот один из подписчиков написал, говорит, даже если она желтая, но если UNC, то лучше ее оставить UNC, пусть она будет желтая, но она же не из пробега, скажем, uncirculated, чем какую-то отбеленную, но которая имеет изгибы и все. И вы знаете, я решил все-таки ее оставить. Посмотрим. Сейчас, что бы я хотел под конец нашего видео, вот чисто ваше мнение напишите. Вы бы оставили банкноту? Значит, смотрите, такая банкнота новая, ну очень дорогая. Вот. Эту я взял, по-моему, за 15 или за 12 евро. Вы бы оставили ее в коллекцию? Или все-таки, как говорится, подождать, поднапрячься и взять за 100, за 150? Каково ваше мнение? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Все, всего доброго, до свидания.